Из-за чего часто проигрываешь на турнирах? Почему начинаешь хорошо играть только к концу соревнований? И почему не хватает концентрации дожать матч? Часто любители делают эти ошибки и потом сливают концовки партии, проигрывают матчи, где, казалось, была уже победа, и не понимают, как такое могло произойти. Чтобы этого избежать и повысить свои шансы на победу, мы сегодня поговорим, что можно делать на турнире или соревнованиях, а что не стоит, ведь это приведет вас к проигрышам. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Поехали! Итак, сегодня наш разговор о турнирах, что важно делать накануне и во время самих соревнований. Зачастую многие не понимают, как их действия влияют на результат. Ведь все знают, что спорт – это дисциплина и системность. Но это касается не только ваших тренировок, но и жизни в целом. Начнем с самого главного. Один из самых пагубных факторов, влияющий на ваш результат – это недосып и переутомление. Если вы поздно легли спать, не выспались, то вас в 9 из 10 случаев ждет обязательно провал. Во-первых, от недосыпа сразу же падает концентрация внимания. Соответственно, падает реакция и быстрота принятия решения. В игре это сразу заметно. Вы вроде играете как обычно, но перестаете успевать вроде как вам казалось за удобными и медленными мячами. Начинаете теряться и появляется неуверенность в своей игре. Поэтому перед тем, как идти на турнир, обязательно лягте спать до полуночи. Вы проснетесь свежим и отдохнувшим, что благоприятно скажется на ваших результатах. Переутомление. Мы с вами люди взрослые и уже практически все работаем. Это для нас дополнительная нагрузка на организм. Соответственно, на турнир вы приходите уже уставшим. Но если у вас была еще и бонусом очень тяжелая рабочая неделя, то тогда вы не просто уставший, а убитый. От этого сразу пониженная концентрация, апатия и нежелание играть. Вы просто пинаете мячи за столом, не понимая, что делаете и где находитесь. Поэтому лучше всего, когда вы на турнир идете отдохнувшим в выходные дни. Если нет возможности и можно сходить только на буднях, то постарайтесь за день до турнира себя не перегружать. Думаю, здесь понятно. Выспались, отдохнули, и вы покажете свой лучший теннис. Второе – это разминка. Разминка на турнире – это не приехать за 5 минут, постучать мяч и выходить играть. Это явно гиблое дело. Это одна из причин, почему вы улетаете сразу в первой встрече или в страшной борьбе забираете игру у игрока на порядок слабее себя. За сколько вообще необходимо разминаться? В лучшем случае за час. Почему именно столько? Ваша разминка делится на две части. Первая часть – это разогреть тело, вторая – настроить элементы и игру. Почему критически важно разминаться? Первое и самое главное, чтобы ничего себе не порвать или потянуть на турнире. Пока ты молодой, особо не чувствуешь, как потихоньку собираешь микронадрывы, которые заявят о себе через несколько лет. А вот взрослый может травмироваться с первого же удара. У меня самого были случаи, когда выходишь холодный сразу за стол, делаешь пару топ-спинов и потом месяц лечишь поясницу. Второе – подготовить тело к работе и настроиться психологически. Когда вы начинаете активно двигаться, мозг переключается со спящего режима в активный. Настраивается нервная система, вы начинаете получать приток тепла и энергии. Для начала стоит немного побегать, чтобы разогреть свой организм. Дальше добавляем упражнения на перемещение, чтобы подготовить самое важное для игры – ноги. Затем потихоньку переходим на шаг и начинаем делать суставную разминку на месте. Можно разогреться и потянуть немного свои мышцы, чтобы они были готовы к работе. После этого попили водички и только потом за стол. Дальше идет разминка по элементам. По классике она начинается со срезок по всему столу. Затем укоротки. Это нужно, чтобы почувствовать стол, его длину, настроить руку и почувствовать мяч. Дальше накаты, топ-спины, ну все по классике.
И обязательно поделать начало атаки после подачи и продолжения. Например, подаете нижнюю подачу, игрок отрезает, вы начинаете и играете по подставке. Так ваш мозг уже будет готов к нижним мячам, ведь в разных залах летит по-разному и надо обязательно настраивать свои удары. А чтобы ваши подачи были более надежны и вы понимали, как их настраивать в любой ситуации, то для вас я подготовил пошаговый курс «Тотальная подача». В нем вы познакомитесь с 18 различных подач и тактическими комбинациями, которые повысят ваш уровень игры и выведут на новые рубежи. Чтобы ознакомиться с курсом, переходите по ссылке в описании. После этого хорошо сыграть партию на счет. Тогда мозги будут уже в игровом режиме и вам в разы будет проще войти в игру. За 5-10 минут заканчиваете работу за столом и идете немного отдохнуть. Третье – это ваш отдых между встречами. На любительских турнирах существует две крайности. Играешь через каждые 2 минуты или ждешь по часу одну встречу. И здесь очень важно, если вы сыграли встречу и вас сразу же вызывают за стол, то не идите играть. По официальным правилам у вас есть 5 минут для отдыха между играми. Если вы сыграете 2-3 встречи в таком режиме, то очень быстро просядете. Потому что ваш физический и психологический ресурс, как заряд батареи, начинает заканчиваться. И другая крайность – это большие перерывы. Здесь любители могут делать одну из ошибок, которую часто делают детишки на соревнованиях. Они садятся на пол, либо на кресло, достают телефон и понеслась. Либо социальные сети, либо игрушки, чтобы скоротать время. В этот момент происходит одна закономерность. Мозг переключается на другую деятельность, и мысли теперь работают в другом ключе. Соответственно, когда после этого встаешь за стол, у тебя нарушена ориентация в пространстве. Мышление занято вообще другими операциями и не может поймать концентрацию. Поэтому уберите свой гаджет подальше. Хорошо, что тогда делать? Когда вы долго ждете встречу, то тело начинает остывать, и необходимо каждые 10-15 минут делать снова легкую разминку. Немного побегать, поделать имитацию и, если есть свободный стол, немного постучать. Хорошо в перерыв быть в кофте и штанах, чтобы сохранить тепло своего тела. Также, чтобы не терять время попусту, смотрите, как играют ваши соперники. Запоминайте, что они делают, на чем выигрывают и проигрывают. Тогда вы выйдете не только горячим, но и с каким-то планом на вашу встречу. Четвертое – это питание. Питание вообще является одним из важных звеньев подготовки спортсмена. Любителю, конечно, не надо уходить в такие диеты, ведь у нас с вами еще рабочая нагрузка около 40 часов в неделю. Поэтому здесь лучше, конечно, не экспериментировать, но базовые принципы соблюдать надо. Первое, не наедайтесь на ночь перед грядущим турниром. Во-первых, вы получите тяжесть желудка, а второе, от этого не выспитесь и сразу же нарушите первое правило со сном. Второе, обязательно позавтракайте, это ваш основной ресурс энергии на грядущий день. Перед началом турнира не ешьте жирную пищу и старайтесь, чтобы это было за 3 часа до начала. Если вы придете играть натощак, то можете не ждать от своего тела, что оно будет у вас летать у стола, а мозг соображать быстрее компьютера. Во время самих соревнований у вас обязательно должна быть вода. Также можно использовать изотоники, они восстанавливают ваши потери жидкости и минералов. Из пищи можно брать бананы и энергетические батончики, чтобы это быстро усваивалось и придавало вам сил. Потому что если вы выйдете играть обезвоженным или с чувством сильного голода, игра на счет это будет последнее, о чем вы будете думать. Поэтому проследите, чтобы вы покушали перед соревнованиями вовремя и не забыли положить водичку и пару бананов в рюкзак. И пятое – это заминка. Останьтесь после соревнований на 10-15 минут и немного потянитесь. Завтра вы встанете и, скорее всего, будет болеть все тело. Потому что на турнире вы выкладываетесь на 110% и мышцы с нервной системой испытывают сильные перегрузки. И их в конце необходимо расслабить. Поэтому положите на пол полотенце и выполните легкую растяжку на все группы мышц. И только потом идите в душ и домой. Благодаря этому вы снизите болевые ощущения на следующий день и намного быстрее восстановитесь и отдохнете. Повторяем 5 ключевых факторов, влияющих на качество вашего выступления. Сон, разминка, отдых, питание и заминка.
Если вы будете соблюдать эти правила, то как минимум будете выступать лучше. Пишите в комментариях, оказалась ли данная тема вам полезна. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем много интересного. На группу ВКонтакте, там мы дублируем видео, и, конечно, на сам YouTube канал. С вами был Иван Толмачев, до встречи!